Всем привет, с вами подкаст «Славные парни». И сегодня прекрасная Анастасия Петрова будет рассказывать нам и вам, каково ее впечатление о сериале 2024 года, получается, «Преступление и наказание». Я же сегодня буду скорее тенью Анастасии, потому что я имею обратное впечатление о том, что я не успел в эту вот всю канву попасть, когда все ругали «Преступление и наказание», там пускали видосы о том, что половину посмотрели, все говно, невозможно. И я сел, потратил 10 часов своей жизни, есть что сказать. Когда ты прочитал «Преступление и наказание»? Начнем с самого начала. В школе, в 9 классе, когда проходили по школьной программе, прочитала. Произвело впечатление? Ну, разумеется, но это не тот писатель, к которому я хотела бы возвращаться в своей жизни. Как Цветаева сказала, в своей жизни я как-то обошлась без Достоевского. И меня этот тезис Как грубо. утешил. Ну почему грубо? Вообще не грубо. Ахматова его очень любила, восхищалась, а вот Цветаева нет. И он не был не близок. Не хочу сказать, что я как Марина Ивановна, но Достоевский скорее не мой писатель, чем мой. Слишком тяжело все вот это читать и думать об этом. Потом, конечно, перечитывал в университете, когда проходили по литературе. Потом уже в книжном клубе. Год назад мы его читали, обсуждали, и тогда прямо копья ломались, и у нас было очень бурное обсуждение вот в этой комнате. То есть это то произведение, которое будоражит, продолжает и вызывает интерес, и это культурный код, и к нему возвращаются, и цитаты оттуда, конечно, используются. Не только «Твари дрожащие» или «Право имею», но и другие. И имена нарицательные стали персонажи стали именами нарицательными используются. Поэтому, да, это произведение, которое внесло ощутимый вклад в литературу, которое повлияло на многих из зарубежных писателей, в том числе, не только на русских. И то, что продолжают им интересоваться и снимать экранизации, это дополнительно говорит о том, что произведение хочется читать и переосмысливать сегодня. Насчет переосмысления я не знаю, но я сторонник того, что там достаточно все просто расписано. Ну, не знаю, на мой взгляд, когда ты читаешь, когда в сознательном возрасте тебе больше 30, ты намного больше понимаешь, что, разумеется, благодаря этому багажу жизни, и многие вещи переосмысляются. И на самом деле очень грустно, что вот с «Преступлением и наказанием» поступили как с сериалом. Я думаю, что с «Преступлением и наказанием» лучшая форма — это фильм, чем Еще сериал. Слишком много было сказано не туда. Но вот современное прочтение, о котором мы сегодня разговариваем, мне не понравилось в том плане, что сериал не знает, кем он хочет быть, по большей части. Ну, потому что он весь такой не такой, но, по сути, финал изменили, добавили еще тень туда зачем-то, потому что изначально это должно было быть из «Братьев Карамазовых» все-таки. И слишком много упущений и допущений, и актеры мне не очень понравились. А так, ну, я понимаю, почему люди его ругали, почему некоторые отнеслись к нему с пониманием. Я так понимаю, что ты из второй половины, которая отнеслась к нему с пониманием. я скорее второй, да, потому что мне нравится, когда переосмысляют, пытаются перенести классическое произведение в современные условия, посмотреть, что бы получилось, происходя это сегодня. Именно эти же самые события. И я считаю, что в сериале есть очень интересные находки, и в том числе и финал. Финал меня, я бы сказала, хорошо, приятно удивил. Я просто хочу сказать, что Мирзоев отвратительный режиссер, он не умеет работать с первоисточниками, потому что для тех, кто не знает, Владимир Мирзоев — это тот человек, который подарил многим сериал «Топи» от Глуховского, да, это сратая экранизация из всех. Глуховский отвратительный писатель, ему нужно руки вырвать и поставить вместо ушей, наверное, так лучше получится. Я всем сердцем ненавижу Дмитрия Глуховского, потому что это то же самое, как ранний Лукьяненко, но потом Лукьяненко выправился, хотя застрял в своих дозорах. А Глуховский ничего больше «Метро» не написал. Все остальное, это у него все шлак, высосанный из пальца. И более того, ну ладно, «Ты убийца» куда ни шло, которое тоже Мирзоев сделал. Но здесь одна большая проблема с тем, что дочка Мирзоева была сценаристом всего вот этого безобразия. Потому что у меня первый раз сгорела задница, когда я услышал, вот когда в современном Петербурге они используют цитаты практически из книги, я такой, ну зачем этот сюрреализм ненужный? Он просто ни к чему. Это знаешь, как я говорил в одном из выпусков, где мы обсуждали «Носферату», и там был казахский дубляж. Там перевод был, сам дубляж на русском. И у тебя в одном предложении, когда «маменька, папенька, мы идем, отходим ко сну»,
не забудьте про молебен. А потом они говорят просто на обычном современном русском. Я такой, ну, может, вы определитесь уже, какой вы сленг используете, как бы, соответствующий историческому контексту, или как получается? Я не понимаю вот этого. То ли переводчик был не очень опытный, то ли что-то еще. И здесь, Мирзоев, зачем он это сделал? То есть вся картина смотрится нелепо. Ну, то есть, как бы, зумеры говорят на языке 19 века. И имена из 19 века, в 21 веке, Пульхерия, Порфирий, да, Не-не, Кринжов. это нормально. Я когда был на старой работе, мы поднимали материалы дела людей, даты рождения начала 20 века, там 1902, 3, там был такой перепись имен, я такой, ну нормально. Потом я вот эти вот шутки, когда Светобор, там это, перемыгал и так далее, такой, о, нормально, 100 лет прошло, круг замкнулся, вот это вот. Если вы найдете мальчика с именем Иван в детском саду, скорее всего, умрете без фантазии. А все остальное, вот это вот, да, Пересвет, Светогор, это все нормально, это нормальные славянские имена. Все остальное уже фантазии не хватило. Я понимаю, что хотели сделать создатели, чтобы показать сценами, в котором заваленный горизонт, рваные склейки в повествовании, Раскольников, который просто на кардах снимается, грустит по Санкт-Петербургу, когда смотрит на Неву. Хотя что, все про минусы, да про минусы. Какие плюсы у сериала? Ну, я хотела сказать, что я тоже увидел эту попытку, которая мне не вполне удалась, сделать какой-то вневременную картинку, что ли, поместить то, что происходит, вот эти события, без определенной привязки к веку даже. Но это не удалось, потому что все-таки сотовые телефоны они используют, и на машинах на современных ездят. Имена из прошлого, диалоги из прошлого, какие-то реалии задавили Мармеладова, потащили его в квартиру, потому что у него Страховки нет. страховки нет. Это ерунда, конечно, любая скорая отвезла бы скорую, там не стали бы спрашивать. Вот эти нелепости, да, проглядывали. Что касается плюсов, мне как раз понравилось то, что есть тень, потому что тень есть у всех. Если в книге мы читаем в романе, что Раскольников мучается, что ему сделать, и там нет никакой персонификации зла. Он сам вроде бы что-то придумывает. И этот самый Свидригайлов тоже вроде бы там что-то сам себе придумывает. И все. Больше ни у кого ничего, никаких вот метаний нет. То в сериале мы видим, что есть персонифицированное зло, на которое очень просто свалить. Что меня бес попутал. И это очень удобно. Это многие такие используют отмазку. Я не сам это придумал, это мне вот там нашептал, под руку толкнул, научил не тому. Можно какого-то человека выбрать, что это вот человек такой оказался дьявол, и мне нашептал. А тут этот дьявол присутствует абсолютно у всех. В том числе у тех героев, которые в книге положительные, но они какие-то, как будто недоговоренные что-то. Вот, скажем, Дуня Свидригайлов ей говорит в романе, что ты... И эта сцена есть тоже и в экранизации 69-го года, когда он ей говорит, может быть, ты мне зла больше причинил. А помнишь, как мы это соловья слушали при лунном свете? То есть что-то у Дуни было, не такая уж она и безгрешная. И в фильме, в сериале мы видим, как этот бес нашептывает Дуне, как этот бес нашептывает Марфе Петровне. А Марфа Петровна там настолько раскрыта шикарно. Мне очень понравилось. Если в книге мы вообще ее не видим, как она действует, что она делает, какая ее роль в судьбе Свидригайлова, только, ну, как-то вот в проброс походя мы узнаем про это, какие там деньги, не деньги, почему там могло произойти убийство, не убийство. А тут в сериале очень яркая Марфа Петровна, которая тоже с этим голосом нашептывающим ей, как ей поступить с Дуней, как ей поступить там еще с кем-то. Голос нашептывающий практически всем героям. Это очень классная находка, я считаю. Да, может быть, он взят из другого романа, но тут он очень уместно смотрелся. И есть сцена, когда он плывет с Раскольниковым в лодке, или на набережной. В лодке. Да, и он ему там вина наливает, и они едят. И он ест, Раскольников ест гранат. И у него сок этот гранатовый течет. Гранат — это же символ, плод дерева познания добра и зла. Мы считаем, что это было яблоко. Ева вкусила от яблока, дала Адаму, Адам попробовал, и все, у них совершилось грехопадение. Но в Библии не сказано, что это было яблоко. И исследователи сходятся, что все-таки это был гранат. Яблоко рисовать проще. Ну, рисовать проще, да. Ну, хотя не знаю. Художник. Я не художник, не могу судить. Скорее всего, это был гранат. И вот он ест гранат, символ того, что он соблазнен. Мне понравилась эта деталь. Ну, возвращаясь к всей обертке сериала, ну, я понимаю, что
выглядит так, будто Раскольников — это персонаж 21 века, ему по голове дали преступление наказанием, и вот такой трип книжный, потому что, ну, иначе никак этот сюрреализм нельзя объяснить, то, что все тут происходящее. Это как быть Джоном Малковичем, примерно из той же оперы. Но они не настолько плохо и невразумительно играют, почти все. Янковский, который не умеет играть здесь, он отвратительный просто, это ужасный Раскольников. А и только его хотели на роль Раскольникова. Я читала об этом, да. Я тоже не в восторге от игры большинства актеров. Мне очень понравилось, какой сделали образ Пашеньки. Прасковьи, забыла отчество, которая владелица квартиры, на которой жил Раскольников, у которой в шкафу кукла сидела. Мне еще просто все время было сравнение, был такой фильм старый, ССД называется, он как «Смерть советским детям», но это про пионер-лагерь, который такой слэшер молодежный. И там тоже были отвратительные актеры, но в основном подбирали людей, которые были типажные, запоминающиеся. Это все были молодые актеры. Тут понятно, почему они хреново играют. Но здесь и Аксенова, и Янковский, и Женевский, который в каждой бочке затычка. Я этих актеров по фамилиям не знаю. Аксенова — это которая Дуня. Ужас. Да. Разумесин — это, собственно, Женевский. А Свидригайлова кто играл? Абашин. Вот я считаю, хорошо справился. Владислав Абашин, да. Ну, его хороший послужной список. А все остальное... Снегирь там еще тоже снималась. Это она Марта, да. Да. Ну, вот Снегирь неплохо справилась. Да. Господи, я забыл. Борис Квашнявский, который тень играл. Тони Старк на минималках. Тоже хорош. Роберт Дауни-младший? Нет. Очень похож. Похож. Да, ну это Зайцев озвучивает Роберта Дауни-младшего в России. Вот он тоже на него похож. А здесь Квашнявский, он такой интересный. Ну, тоже классно отыгрывает. Мне кажется, это, знаешь, откуда пошло из этого, из «Короля и Шута», когда у него было, когда горшку нашептывал его этот демон внутренний. Вот, походу, то же самое. Идея такая позаимствованная, как для всех. Ну, на самом деле, это очень ленивая попытка, когда тебе сериал сам все на все намекает и рассказывает. Ну, это лень режиссерская. И сценарная в том числе. Почему я говорил то, что лучший фильм? Если не фильм, то хотя бы мини-сериал. 10 серий многовато, по мне. 5, 6. Ну, они по часу каждый идет. Там титры клевые. Вступительные. Да, вступительные титры очень классно. Вот я бы, знаешь, на что даже согласился, если было бы современный какой-нибудь мультик по «Преступлению и наказанию». Очень с интересной рисовкой, знаешь, вот что-то типа, может быть, даже кукольная анимация. Было бы тоже интересно. Потому что, ну, как ты на куколку это покажешь? Как было это? Можно, какой простор для фантазии? Минимум спецэффектов, максимум рассказа. Не знаю. Дело в том, что тут же основное действие происходит не в движении, не в экшене, не во встречах, а внутри героя. И распад личности показать быстро там Ну, вот в 69-м году то, что вышло, ну, там не слишком стремительно. Когда ты читаешь роман, ты очень долго проживаешь это вместе с героем. Это не 2 часа, не 3, даже не 5. Это побольше часов, несколько дней, может быть, даже несколько недель. Он увесистый. Увесистый, и мы же не читаем, редко кто садится и прям от корки до корки прочитывает. Нет, это пребывание с героем и сопровождение его в течение довольно длительного времени. И поэтому то, что с ним происходит, ты проживаешь в течение длительного времени. И как это показать в короткой экранизации, это проще показать как раз в сериале. Но понятна задумка сериала, но, к сожалению, наверное, каким мы Раскольникова заставим в начале, вот он точно такой же и в конце. Ты сказал про сюрреализм. Ты имеешь в виду вот эти сцены, когда ему как видение? Не только видение, но и сюрреализм подразумевает о том, что вот современный Петербург, все как будто бы с 19 века. Это тоже добавляет щепотку непонимания, где мы находимся. То ли мы действительно в 21 веке, то ли мы все еще в 19-м застряли. Да. А усадьба Свидригайлова какая-то вообще из 90-х. Ну, да. Цыганский кич. Причем они же, я как говорил, что они в разных городах все это снимали. Ну, интерьер квартир и все, что было экстерьерное, это тоже все такое собирательное и, короче, непонятно зачем. Есть один смешной момент, который мне всегда нравился, о том, что костюмеры очень долго подбирали то, как будут герои выглядеть, и это была главной фишкой, чтобы мы не поняли, где мы. Такой, серьезно? Ну вот, сомнительно. Как достижение. Все это рассказывалось в документальном фильме про «Преступление и наказание», у него рейтинг выше, чем у сериала. На Кинопоиске я такой, вот это нормально, ребят, подошли к делу. Посмотреть комментарии. Да, это, знаешь, когда объяснение про объяснение. А вы все поняли? Давайте мы ему еще раз объясним, но с картинками. Про что у нас произведение? Ну, это кощунство.
Ну, нет, на самом деле видно, что команда была очень увлечена Конечно. созданием этого сериала. Это прям чувствуется, что они работали с удовольствием. Что касается видений Раскольникова, ну, в книге же мы читаем, что ему снятся сны. Там сколько-то, 8, что ли, снов ему снится. Про лошадь, которую били в детстве, вот это у него все влияние оказывало. Это заложило основу для его будущих вот личностных переживаний психических. И мы все вот это видим во сне в качестве каких-то вот включений и видений. Но дело в том, что у Раскольникова в романе есть еще один последний сон, он в эпилоге которого нет ни в сериале, ни в экранизации 69 года Кулиджанова. Этого сна нет. Нет каторги, мы не видим вот самого вот этого покаяния Раскольникова, его нет нигде. А там ему снится сон, что он попадает в общество, в котором все делают, что хотят. Все являются вот такими Наполеонами, как он замышлял, и действуют по своему усмотрению, убивают там или не убивают, и понимают, что правосудия в этой ситуации быть не может никакого, и никакой защиты тоже быть не может. Любой человек в этой ситуации может сделать все, что угодно с тобой, с твоими близкими, с твоим имуществом. И Раскольников просыпается, и вот только тогда у него наступает покаяние. Только тогда он понимает, что его идея изначально провальная, и таки вычислили, поэтому им пришлось признаться, чтобы как-то свое наказание уменьшить. Но то, что у него идея плохая, он не признавал, а признал только после этого сна. И вот этого сна нет ни там, ни там. Но мне кажется, что создатели сериала заложили идею этого сна вообще в всю действительность, которая там была. То есть это уже такое общество, в котором все делают, что хотят, и не имеет никакого наказания. Свидригайлов, убивая Марфу Петровну, дает взятку полицейской, чтобы та списала это на апоплектический удар после выпитой бутылки вина, и вот она там пошла париться и утонула. Случилось такое несчастье. Он убил и мог бы вполне избежать наказания. Старушка-проценщица наживается за счет людей бедных, нищих, у которых вообще исхода никакого нет. И тоже она не подлежит никакому наказанию. И вот все это происходит вокруг. Соня Мармеладова идет на панель, а Мармеладов пьет и говорит, как он виноват, и что он сугубо страдать хочет. И все вот это остается без наказания. Все делают, что хотят, все наживаются друг на друге. Это уже такое общество. И я думаю, что именно поэтому финал сериала именно такой, что просто не было выхода у него никакого. Да, на самом деле был, просто никто не хотел экранизировать анархизм. Там еще, знаешь, сцена, когда он пошел, ну, в романе он пошел на Сенную площадь и стал говорить, целовать землю, которую осквернил, и говорит, что я убил. А тут он идет не на площадь, не на поверхность, а где в подземном переходе или в метро. И все проходят мимо, всем совершенно все равно. Убил и убил. Равнодушие к тому, что происходит рядом с тобой, тоже сыграл свою роль. И то, что это под землей высказывает, а не на поверхности, но это тоже такой символ, где он в этом признает. Мне кажется, это символ современности, когда людям все равно, что происходит вокруг тебя, либо это тебя не касалось. Да. Но это тоже было у Достоевского, он тоже об этом говорил. О том, что людям все равно. Да. Ну, то есть, все равно старушка-проценщица получала свои деньги, и все знали то, что она всех обманывает. Все равно к ней ходили, ко всем ростовщикам ходили. Потому что людям и рано или поздно все равно нужны были деньги, и они готовы на все. Микрозаймы все знают, что 400% в день, но, увы и ах, все ходят. Я хотел еще обсудить тему, которая достаточно интересно показана и в романе, и в сериале. Это нумерология и символизм. Числа. 11, 4, постоянно. 11 часов, когда время спрашивают, и пора уже 11, да, пора. Это же одна из тоже интересных тем, которые Достоевский поднимает. Ведь 4 — это цифра смерти. Во многих восточных культурах, особенно в Японии, нет 4-го этажа. Поэтому это предчувствие скорой кончины тоже может быть для многих. И 11 тоже такое число магическое. Мало удивляет этому времени на экране, но это есть. Ты это не заметила? Этого я не заметила. Когда я читала, я заметила другие числа. Когда Соня Мармеладова идет впервые на панель, про нее рассказывают, что она ушла в 6 часу, возвратилась в 9 часу. Почему это так важно, что она именно в 6, а возвратилась в 9? Потому что и тут есть параллель с Евангелием, когда Христа распинали, когда он приносил себя в жертву за грехи, что именно делает и Соня, она себя приносит в жертву.
ради того, чтобы семья ее жила. Когда его распинали, то тьма наступила на земле от 12 до 3 часа. Еврейское время исчисления — это противоположные цифры. 12 — это наши 6, а 3 — это наши 9. И поэтому жертва Сони продолжалась вот от 6 до 9 часа. Мало кто это тоже замечает. Да, это кто знает Священное Писание, тому видно. Никто хотя бы читал Википедию. А там есть такое, да? Должно быть. На Википедии все есть, скорее всего. Я не читал. Все интересно пропускается, но когда ты в этом знаешь, что здесь был моментик интересный, да, цепанул. Поговорим про экранизацию, самую первую. Давай. Как тебе фильм? Он гораздо более близок к тексту и к вообще идее Достоевского. В нем нет такого... Может быть, из-за того, что он менее продолжителен. Я сначала смотрела сериал, потом смотрела экранизацию Кулиджанова. Может быть, потому что он менее продолжителен во времени, в нем нет такого нагнетания атмосферы и вообще ощущения тяжести. Кстати, в сериале еще здорово, мне кажется, эксплуатируется питерский миф Достоевского. Как известно, разные писатели создавали свой Питер, описывали свой Питер. Есть Петербург Пушкина, есть Петербург Толстого. Вот, есть Питер Гоголя и есть Питер Достоевского. У них они достаточно разные, по-разному проявляются, по-разному описываются. И вот Петербург Достоевского — это то, что подчеркивается в сериале. Это Грязь. это мрак, это нуар такой. Рад. Да, и когда мы видим этого Раскольникова, который все время в одной и той же одежде, с немытой головой, мы чувствуем, что да, от него, наверное, и попахивает неприятно. Темные тона у Достоевского черный и желтый цвет. Раскольников живет в комнате, которая черновата, закопченная, окна чем-то завешены. Ну, в общем, ужасно. Вот по комнате Раскольникова она имеет важное значение, потому что она в романе сравнивается с гробом. Это важно, я потом скажу почему. И гроб, он должен быть тесный, он должен быть темный. В сериале мы этого не видим, там комната у него приличных размеров, хотя очень черная и очень неприятная на вид. А в экранизации 69 года там очень удачная находка. Я считаю, что сделали потолок из досок, и он такой скошенный, как крышка гроба практически получается. Ну и там действительно вместо только на койку, на стол, ну как в романе описано. Каморка. Каморка, да, такая под крышей. Почему важно, что там и произносится, что оно похоже на гроб, и вы тут сидите как в гробу, и вам воздуху надо воздуху. Дело в том, что там в романе большое значение имеет то, что Соня Мармеладова читает Раскольникову главу про Лазаря, про воскрешение Лазаря. А что это за история? У Иисуса Христа был друг Лазарь. Он не входил в число апостолов, просто они были друзья и хорошо общались. У Лазаря были сестры Марфа и Мария, они там тоже появляются в одном эпизоде в Евангелии. И вот однажды Лазарь заболел, а Иисус Христос был в другом городе. И ему сказали: Лазарь болен. Говорит, ну, печально. Потом ему через какое-то время говорят: Лазарь умер. Ну, я пойду к нему. И вот он идет к Лазарю и встречает, Марфа ему навстречу выходит, говорит: умер Лазарь, вот если бы ты был с нами, то он бы и не умер, вылечился, выздоровел. Тут говорит: ничего, я сейчас к нему пойду. И идет, я сейчас к нему пойду в гроб. А хоронили тогда в Палестине не под землю, потому что там почва каменистая, а хоронили в пещерах. Заносили в пещеру тело, заваливали камнем, и все, вот такой склеп, усыпальница. И вот он подходит к пещере, говорит: я войду. А ему говорят: ну, 4 дня прошло, там уже и смердит, и вообще там приятно находиться. Он говорит: ничего, отвалите мне камень. И вот ему отваливают камень, и он туда, в гроб не заходя, говорит: Лазарь, гряди вон. И Лазарь, обвитый пеленами, весь выходит, оживает, воскресает. И комната Раскольникова сравнивается с гробом, и вообще Достоевский закладывал вот эту идею, что Раскольников является вот этим Лазарем в пещере похороненным. И его задача — выйти навстречу зову Бога. И Бог-то его все время зовет через Соню, через маму с Дуней, которые приезжают и взывают к совести, через Порфирия Петровича, который к нему... Он его не заставляет, но он дает понять, что я знаю, что ты убийца, я в курсе, но твоя задача прийти и покаяться. Ты можешь это сделать. И вот этот призыв «Лазарь, гряди вон», он все время звучит с разных сторон. Вот. Я тоже знаю в сериале. Там очень мало Бога на самом деле. И они что-то говорят, но вот эти разговоры звучат как-то Никак. никак нелепо звучат.
Поэтому и выхода у Раскольникова нет в итоге. Поэтому квартира большая. Просторный гробик. Да, в который вполне комфортно можно Ну, быть. но эти заигрывания следователя с ним, это прям... Он же исследователь такой. В романе мы не видим, как он живет, а в сериале там мы его видим после какой-то оргии, какие-то тела обнаженные. Это прям... Зачем вы это тут обставили? Я думаю, затем, чтобы показать, что нет положительных героев в этом романе. А в Санкт-Петербурге, который нам описывают, прям все белое, зайчики ходят, там эти единороги. Раскольников такой, как же мне все это сделано? Нет, там все и так понятно. Не знаю, мне фильм понравился больше, потому что он какой-то более, хорошо сбит, наверное. Хорошее слово, да, сбит. Там, Но он черно-белый, и трудно цветовую вот эту палитру, и Питер Достоевского там не так ярко проявляется. Ну, может быть, это и не было задачей. на самом деле, черно-белый фильм тебя заставляет смотреть не на картинку, а вслушиваться и в игру актеров, вчитываться, скажем так, потому что черно-белые фильмы, они работают по-другому. У тебя нет какой-то определенной привязанности к цвету. То есть, когда там, если утро, значит, светло должно быть, снег должно быть темно, то есть все черно-белое, но либо светло-серое, либо темно-серое. Но актерская игра там гораздо лучше, конечно, чем в сериале. Потому что там театральные актеры. Здесь тоже театральные, но, походу, они второгодники. Вот мне понравился ход, когда поменяли актрису Соню Мармеладову. Сначала ее играет одна актриса, а после того, как она пошла на панель, ее стала играть другая актриса. И вроде бы очень похожие, но чувствуешь, что вот что-то произошло. И мне потребовалось время, чтобы понять, что это другой человек. Тяжелые условия труда меняют людей. Например, на актеров. Ну, это падение, это преступление. Преступление же имеется в виду, это не только сам Это факт, грехопадение. да даже не грехопадение, это переступление через некую черту. Та черта, которая для тебя была значима, а потом ты ее переступаешь. Дуня согласилась выйти замуж за Лужина. Это для меня тоже была черта, которую она переступила. Да, она жертвовала собой ради брата. Там, кстати, вот про эту тему у Достоевского в каждом романе очень много двойников. Да. Все время, да, ставят две фигуры, которые примерно в аналогичной ситуации, но ведут себя несколько по-разному. Или ведут одинаково, но исход получается разный. Или они встречаются, и один другого узнает, в другом узнает себя и удивляется, и какие-то выводы для себя делает. И вот в «Преступлении и наказании» есть двойники Соня Мармеладова и Дуня. Они обе жертвуют собой для того, чтобы их близкие были счастливы, чтобы заработать деньги. Несчастливы, да, смогли бы выжить, заработать денег. Но исход у них разный. За одну вступился брат и не позволил ей выйти за Лужина и не принял этой жертвы. Но она переступила, она пошла на это, даже понимая, что это не вполне приемлемое предложение. Соня переступила, и никто ей не помог. Она продолжала. Ее отец переступил, Катерина Ивановна переступила. Ну, да все переступают. Это же не только про Раскольникова. Я ждал фразу, что Раскольников тоже в душе проститутка, к сожалению. Но... Нет, у Раскольникова другой двойник, Свидригайлов. Да я понимаю. Поэтому он тварь дрожащая права не имеет. Вот интересно, про тварь дрожащая или право имеют. У Льва Гумилева есть теория этногенеза и пассионарности. Он на примере, на материале развития цивилизации прослеживал, как все вот это происходило, цикличность, какие этапы в развитии цивилизации, подъем, пик, спад, стагнация и исчезновение, может быть, совсем цивилизации. И просуммировав все вот эти примеры, он сделал вывод о том, что в каждом этносе есть определенное количество пассионариев, людей, которые наделены огромной энергией и влиянием на окружающих. И вот им дана какая-то страсть совершать некоторые поступки, и в совершении этих больших достаточно дел в рамках своего этноса, в рамках своей страны, государства, они двигают эту цивилизацию к пику через войны, через разрушения, через преступления, но они остаются в истории великими людьми. И потом вот после этого пика наступает спад, потому что они уходят. Двигать больше некому. Двигать больше некому, да, на смену им никто не приходит. И вот Наполеон как раз был одним из этих пассионариев, который двигался, он не мог не двигаться. И Раскольников, думая о Наполеоне, он фактически обдумал вот эту теорию пассионарности. И когда я читала Гумилева, я думала, я тоже хочу быть пассионарием, но это же круто. Но действительно пассионарий, если мы говорим вот о таком великом плане Наполеона, там не будем других лиц упоминать, пусть будет Наполеон, который упоминается в «Преступлении и наказании», это же действительно надо пройти через жертвы,
идти на жертвы, на осознанные, жертвовать людьми огромным количеством. И я хочу быть каким-то движителем, но я не хочу, чтобы были Двигаться. жертвы. Да, чтобы были жертвы. Нет, я хочу мирного движения. Художники и писатели — это же тоже пассионарии, которые особенно великие. Можно быть Пушкиным и никого не убивать. Но концовка меня порадовала. Если бы они сделали концовку по, Не знаю. да, книжную, то это было бы пшик. Это просто непонятно было тогда, зачем это все. А с этой концовкой стало понятно. Ну, очень логично. Иногда, вот спустя почти 11 часов хронометража, мне кажется, что они изначально знали, чем это все закончится. У них было начало и был конец, а середина такая, а что ж туда впихнуть-то? Надо что-то впихнуть, надо какой-нибудь бред какой-нибудь впихнуть и сделать вид, что так и должно быть. Так и надо. Содержание там раскрыто действительно. И почасовые номера, в которых поселили Дуню с Пульхерой Александровной, мне кажется, прекрасная находка. Омерзительно ничего придумать нельзя. Это хостел. Ну, хостел для специальных целей, потому что В хостеле я этим тоже занимаюсь. хорошо, что я не в курсе. Извините, не тот вечер просвещения, который хотелось бы, но дешево и сердито. Увы, отвратительно, да. Ну, это нет, это современный Петербург. Все-таки это современный Петербург, потому что я очень сильно сомневаюсь, что это была бы находка именно Достоевского. Там другая грязь и другой уровень. Он же специально создавал эту атмосферу, которая нужна была в романе. Да, но смотри, в экранизации Кулиджанова там тоже примерно такие же комнаты, потому что он, когда заходит в коридор, там из одной комнаты выскакивает дама в панталонах. Ну, дом терпимости. Ну, Будем честны. то есть это примерно то же самое. Ну, всё-таки. Тут, понимаешь, больше, скорее, уклон был показать именно мерзость. Да, Сам факт мерзости, а не... ну, мы делаем это, потому что мы делаем это, а не потому что это осмысленно. интересно, что в начале фильма, в начале сериала Раскольников воспринимается как, ну, прям отщепенец, маргинал, дальше некуда. Типичная житель Санкт-Петербурга. Э, Фрик. Ну, столица фрика. Ну, Я не хочу обидеть жителей Санкт-Петербурга, но, извините, ассоциируетесь вы с столицей фриков. Ну, увы. у меня не ассоциируется. У тебя есть другая сторона Санкт-Петербурга, но есть и Очень это. хорошо, что она есть. Да, ну я хотела сказать о своих впечатлениях. Вот есть Раскольник, но он же не изначально не житель Санкт-Петербурга, он же туда приехал Это учиться. наехавший. И да, понаехавший. И он вот такой вот маргинал, вообще какой-то отбитый, ходит. И потом, по мере включения других персонажей, мы понимаем, что там все маргиналы, что там нету ни одного человека, который был бы светом, Нормальный. ну, назовем его, да, нормальным. И даже Соня Мармеладова, которая в романе является вот таким светом, который выводит Раскольникова к покаянию, к изменению. Даже она по сути маргинал, потому что она идет на вот это мероприятие. И такая же она героиня и в сериале получилась. Да. Ну, давай будем честны. Показывать человека не таким, как все, а потом добавлять черту того, что на самом деле он такой же, как и все, но это странный подход. Если бы он остался действительно не таким, как все, то есть даже несмотря на всю эту вакханалию, которая там вокруг творится, он был бы вот со своими мыслями, ну да, по большей части с этим, с тенью со своей, которую все это нашептывает, как он там по-своему сходит с ума, но он сходит с ума, как и все остальные. Ну, это неинтересно. Но почему? Это же соответствует как раз этой идее. Почему он пошел на убийство? Ну, тезис основной, да, я хотел проверить, тварь я дрожащий ли право имею. А оказалось, что я тварь, нет, я приступил, да, я убил. Но дальше этого я пойти не могу. То есть я не стану идти дальше по этим телам и дальше совершать преступление. Я не могу с этим справиться. И это показывает, что как раз он такой же, как и все. Ну, не так уж, как обстоятельно не получилось, я понимаю. Но мысль-то, что толкает людей на такие поступки? То есть есть причинно-следственная связь все-таки. Ты хочешь что-то сделать, и ты думаешь, как тебе к этой цели дойти. Да, это можно сделать путем, как сделал Раскольников, то есть он пошел на преступление. Либо можно использовать твой тезис насчет теории Гумилева. Можно стать двигателем, то есть он мог спокойно своими речами пламенными вот этих вот остальных, таких же, как и все остальные падшие, заразить свои идеи без использования топора. Тем более, что предпосылки к этому были, что статья его опубликована, она оказалась опубликованной, ее читали. Да, и оказалось, что она вот так вот просто не дотерпел немножечко. Ну, это как с рыбалкой, да, рано подсек. А он топорик помахнул. Не туда. Мог бы дровишек наколоть, но... Да.
Это не он виноват, это ему бесно шептать. Конечно, это не я. Ребят, это не я, оно само получилось. Я хотел гвоздик забить, просто топорище упало пару раз подряд. Бредово, но все равно, как бы, я считаю, то, что если это современное прочтение, все-таки нужно было в эту сторону идти. То есть основываться все-таки на романе Достоевского, но сделать что-то более интересное, чем они сделали вот эту вот смесь бульдога с носорогом, когда у нас есть смартфоны и есть кареты. Я такой, ну классно, у вас есть самодвижимый экипаж. Мне Вот. понравилось то, что в романе он же получает письма, написанные от руки, а тут голосовые сообщения. Ну, это, Извините, что был солон. да, интересная деталь, мне скорее понравилось. Как бы смешно, но это не перекрывает все вот это непонимание от сериала, который я получил. Ругань оправдана, но хвалить его, ну, знаешь, это как... Вот есть любимая ваза, да, вот она вот разбилась, это такой, ну, похоже. Ну, ладно, склею, но Ну, не то. то не то, да. Поэтому я небольшой фанат Достоевского, на самом деле. Как бы читал, ознакомливался, знаю, из чего это создавалось, потому что, ну, когда ты читаешь что-то, что тебе нравится, ну, или там западает, ты начинаешь искать, на чем основывался писатель, может быть, это что-то повлиявшее на него слишком сильно, либо, наоборот, слишком слабо. Бывает такое, там, что послушал, такое, дай напишу, хоп, и вот так вот. Мало кто знает то, что Толкин тоже много чего хотел написать, но написал то, что написал, Ну да, к сожалению. А, или к счастью. Нет, ну именно с точки зрения лингвистики, он же не как писатель все придумал, а взял, проанализировал, сделал, написал вполне себе большой труд. Так что в первую очередь я считаю Толкина лингвистом, потому что писатель, Ну да, так оно и есть. а не наоборот, как многие думают. Я хотела еще отметить один момент, который меня порадовал в сериале. Ну, есть там какие-то вот детальки, вот смотришь, думаешь, ё-моё, ну это зачем? Чем вы это Всё, снимали? выключили бы. А потом как что-то попадается такое интересное, думаешь, нет, ну ребята, они старались. И они вот с удовольствием это делали. Они же стараются, они стараются. Когда человек делает что-то с удовольствием, прям вот ему нравится, он прется от этого, это считывается, и вот только само это придает какую-то прелесть. Поэтому, наверное, я не выключала и смотрела дальше. Но мне интересно было, к чему они придут, и они разочарованы. Так вот, деталь, которая мне понравилась, когда дело происходит вот на этой оргии у Порфирия Петровича. Туда приходит, по-моему, Заметов с Разумихиным, и им кто-то говорит, а пойдем мы там в пятижо играем. Вот кто не в курсе, тот и не поймет, что он сказал. А у нас, когда мы читали в нашем клубе «Идиота» Достоевского, у него там собирались компании, и они играли в пятижо. Пятижо — это пяти, дефис жо, ну, от французского, маленький я. Это такая игра, когда все садятся в кружок, и кто-нибудь про себя по очереди рассказывает про себя какую-нибудь неловкую историю из прошлого. И мы, когда прочитали «Идиота», мы взяли на вооружение и периодически в нашем клубе в это играем. И я так обрадовалась, когда это услышала. Вообще там несколько таких приветов Достоевскому. То, значит, Соня Мармеладова этим деткам глухонемым читает «Мальчику Христа на елке», самую веселую его сказочку. То вот это вот «Привет идиоту». Ну, в общем, есть светлый момент. Моменты есть, но их маловато. Маловато будет, маловато. Мне понравилось еще, как параллельно развиваются линии Раскольникова и Свидригайлова, что дает нам вот эту оптику, что они все-таки двойники, как они двигаются. То, что оба они заканчивают жизнь одинаково. И один застрелился, и другой застрелился. И вот это двойничество, оно прям жирной чертой подчеркивается. Мне сейчас в голову пришла идея. А идея заключается в том, что было бы очень интересно, если бы мы наблюдали за жизнью Раскольникова из 19 века и за жизнью Раскольникова из 21 века. Знаешь, такое вот параллельное. И как бы это смотрелось в рамках сериала? Как ты на это смотришь? Вот представляешь, вот, если мы видели не падение человека в одном времени каком-то, непонятном таком, сумбурном, а именно в двух временных отрезках, чтобы они и там сделали какую-то работу оригинальную, и в 21 веке, где, вот, допустим, там Раскольников был бы счастлив. То есть он был каким-то был оратором, не знаю, блогером, например, да, у которого была аудитория. И здесь несчастный Раскольников, который в своей клетушке сидит
и плакается о том, что вот он мог достичь высот, но колено заболело. Ну, интересно, вот вообще про то, как себя ведет Раскольников, как он пытается достичь высот через убийство, почему-то, а не через добросовестную работу, меня от этого пригорало еще, по-моему, в школе. Вообще там очень интересно у Достоевского, как себя ведут женские персонажи и мужские. Он не умеет прописывать женские персонажи. А? Он не умеет прописывать женские персонажи. Ну, я не про то, как он прописывает, а про то, чем занимаются женщины у него в романе, чем занимаются мужчины. Раскольников ходит и страдает, что может он убить или не может. Он ушел из института, отчислен. Разумихин предлагает что-то без денег сидеть. Ему нечего платить за квартиру, несколько месяцев не платит за вот эту комнатушку свою. Ему Разумихин говорит: ты сидишь без денег, давай я тебе дам вот переводы, поделай. Ему говорят: ты учеников брал, почему сейчас не берешь? То есть он мог бы какие-то деньги зарабатывать. Нет, вместо этого он страдает. Мне понравилось, там кредит они взяли, значит, Дуня и Пульхерия Александровна, Дуня взяла кредит для того, чтобы брату денег послать, чтобы он тут учился. Для него все старается. И вплоть до того, что себя в рабство продать, чтобы этот кредит выплатить. Дуня что-то предпринимает, она старается, она где-то ищет деньги, она что-то там пытается. Марфа Петровна, которая там олигарх, живет в этом поместье шикарном и женит на себе Свидригайлова и берет его там в какую-то кабалу, и потом публично милостиво его из этой кабалы выпускает. И этот Свидригайлов такой, который... Соевый. А? Соевый. Соевый. Ну да, есть такой термин, но он бесхарактерный. Характер у него есть, он просто не хочет. Ему и так нормально. Ему и так нормально, да, он хочет своими развратами заниматься, вот это ему надо. Соня Мармеладова. Отец бухает, отец там все пропил, и там вещи с детей пропивает. Соня Мармеладова встает и продает себя, чтобы что-то сделать, чтобы как-то прокормить. И вот женщины там что-то пытаются, барахтаются, а мужики эти сидят и страдают. Я сугубо страдать хочу. Один сугубо страдать хочет, другой сугубо страдает, третий там тоже сугубо страдает, в своей глубинке приезжает и, значит, Дуня, спаси меня. А этот Соня, спаси меня. А Свидригайлов, водка, спаси меня. Не знаю, что еще можно хорошо сказать про этот сериал. Спасибо, что закончился, что у меня нет второго сезона. Это Федор Михайлович не дописал. Не, тут вполне себе могло быть такое, что не... Знаешь, как это бывает сейчас модно? Как бы разделите сериал на две части. Ну, то есть там 10 серий, да, они могли там половинку сделать в самом начале, а потом там через полгода вторая половина. Ну, или там 20 серий сделать, я не знаю. Я бы с удовольствием, опять же, продолжил свою идею о том, что сны Раскольникова были как раз таки про будущее, где там все хорошо у него, а не вот эта вот мокруха, которая обычно бывает. Было бы интересно. Но что имеем, то имеем. Рейтинги у него заслуженные. Не все готовы к какому-то переписыванию. И я считаю, что у них много интересных ходов, которые перебивают неинтересные ходы. Нет, я с тобой согласен, что есть хорошие задумки, неплохо реализуемые. Более того, мы все равно видим оригинальное прочтение романа, но с точки зрения того, какую идею они закладывали. Все-таки Раскольников как-то не поменялся в сериале особо. Вообще не поменялся. А в романе Раскольников Да. преобразился. Но только это произошло после того, как он сдался полиции, и гораздо-гораздо после. Но осознание Как? у него все равно наступило от своих поступков, от того, что вообще вокруг него происходило. И мы тоже, как читатели, понимаем, что оно вот так вот, все-таки. И Федор Михайлович нас на эту мысль наводит очень плавно. И это не был такой, типа, вау, вот эта концовка. И ты такой, ну, как бы все логично. Все понятно и доходчиво. И это не рояль в кустах, как у некоторых. Когда убийца садовника, а у них не было садовника. Они его наняли, а он был убийца. Ах, как вам такое? Ну, уметь надо. А здесь все достаточно объективно. Ты из точки А в точку Б двигаешься, здесь такой из точки А в точку А1 дошел и такой, а у нас концовка оригинальная. Я так, ладно, оно вписывается. Хотя бы гармонично вписывается. Могли бы и здесь лучше сесть. Не, ну кто-то, наверное, ждал другой концовки. Такие, ну, пожалуйста, ну хотя бы, ну... И все. Многие, кстати, бросали на середине преступления наказания, потому что там реально середина провисает просто к чертям. 5-я, 6-я серия, ты такой, Да, да. это чё? Ребят, скажите своим драгдилеру, что вам не то дает. Ну, серьезно, это ужас какой-то. А потом, да, ближе к концовке, 8-я серия, 9-я, уже это такой, ну, ладно, хуже уже не будет. Лужин хорошо тоже. Вот я сейчас вспомнила образ прям гораздо более мерзкий, чем у Кулиджанова. Ну, да Прям. сколько лет уже прошло. Мы познали некоторые грани мерзости, поэтому нам есть чем ответить. Я еще вспомнил о том, что сериал тоже долго готовился, там же его чуть ли не 5 лет разрабатывали.
И, возможно, переписывания тоже какую-то роль сыграли. Может быть, изначально оно как раз таки и было в том времени, в котором я находился, потом такой, а давайте мы сделаем вот так. Ну, не совсем докрутили эту идею. Ну, может, не доработали, а может быть, наоборот, слишком сильно переработали. Кто знает, какие были черновики изначально. Может быть, это и наоборот происходило, то, что все должно было быть в современности, а потом решили добавить щепотку 19 века с этими фразочками, чтобы люди такие, о, как интересно, высокодуховное, так прям хорошо, хорошо, запало в душу. Ну, может быть, именно для тех, кто вот эти противники, когда... А вот из книги нет ничего такого, диалоги прям книжные, вы что, хотели что-то из книги, на! Ну, хоть страницу не указали, это хорошо. Поэтому, может, для этих людей делалось, которые вечно такой, в романе было по-другому. В романе было точно так же. Вот, смотри, буква в букву, слово в слово, отвечаю. Может быть, это для этого было сделано. Ты зрители потроллить. Хотели, получаете. Ну, или просто кто-то, как это... У меня есть любимая цитата из Достоевского, хочется читать. О, я тоже любим цитаты. Представляете, когда я, о, как мы совпали, да? И они друг друга идут и читают. Так что да, не, если будет время, посмотри документалку про преступление и наказание, может быть, у тебя еще мнение поменяется, может быть, даже в лучшую сторону. Может. Там немножечко разжевывают, что к чему. Да, это интересно. Может быть, тоже чего. Закадры иногда бывают прям дополняющим к произведению. Ну, я бы сказал, перечитаю первоисточник, но не. Да я перечитывала его. Я понял, что готовился и перечитывал. Конечно. Да, у меня же, видишь, роман я купила себе вот в таком издании, тоже переосмысленный несколько. Родион Раскольников, элегантный, загадочный, прям Немытый. романтический герой, немытый, да. Немытый романтический герой звучит прям 21 веком. Многие ругают такой подход у мифа к изданию, к переизданию классики, что это прям слишком как-то прям заигрывание с аудиторией. А мне нравится. Есть серия у другого издательства, когда там Евгений Онегин с ушками и Татьяна Ларина с ушками. Ну, тут, мне кажется, прям перебор. Мне кажется, что обложка очень классная, то, что она цельная. Обложка классная. В остальном, не знаю, обложка выглядит обложкой. Хорошо, что не в мягком переплете. Я видел Достоевского такой, знаешь, это походный вариант. Ну да, дешевый. Бумага хорошая, я бы сказал. Там вот это, который перевернул такой. Ну, удачи не надо. Я прочитал эту страничку. Дешевле, чем в твердой обложке, про это. Ну, это же походная версия, поэтому она поэтому и мягонькая. Вот так вот, давай подведем итоги. Что бы ты советовала, если вот ты хочешь коснуться преступления и наказания, посмотреть сначала фильм, а потом сериал? Или сначала сериал, а потом такой, ну, можно и фильмом сверху полянуть. Ну, я бы просто не стала как-то даже сравнивать, что в начале, что в конце, потому что они очень разные. Естественно. И Но это все-таки экранизация мирового, я бы сказал, произведения, которое оставило свой отпечаток как в литературе, так и, в принципе, в людях. я бы сказал так, если хочется хорошей актерской игры, если хочется цельной задумки, если хочется, чтобы было близко к тексту и близко к задумке писателя, то надо смотреть Коля Джанова. Если хочется чего-то, я бы не сказала это скандального, провокационного, наверное, для мышления, для искушенного зрителя, то тогда сериал. Тут нужно запастись несколькими часами. Кулиджанов тоже там не быстро идет, там около 4 часов, по-моему, да, хронометраж. Долго. Тут в 2,5 раза дольше, но зато на серии разбито. Можно перерывы делать. Я, кстати, еще хотел спросить у людей, которые больше театралы, кто-нибудь вообще ходил на спектакли «Преступление и наказание»? Я знаю, что Я ходила в ТЮЗ, да. детям показывают «Преступление и наказание». Да? Я Интересно. детский клуб. И ты молчал? Давайте рассказывайте, Анастасия, как прошел у вас спектакль. Но детям было сложновато. Ну, как детям, с подростками я ходила, там лет самому юному было, наверное, 12 лет, а так вот 15-16 лет ребята ходили. Ну, в школе, в общем, примерно. Да, да. Сложно, спектакль тяжелый, но играют ребята хорошо. Почему-то у меня сейчас вот в памяти там только Соня Мармеладова в сценах с Раскольниковым. Я много в театр хожу, и, видимо, там просто количество Наложилось. наложилось, да. Нет, но есть постановки, которые я прям очень хорошо помню. Это в основном к Никитинскому театру относится. Это я помню, что добротная такая постановка с хорошим, с классическим прочтением, с классической игрой. Никакого артхауса там нет. Это тоже вот для поклонников академического театра можно пойти и посмотреть. Но второй раз я бы не пошла. Ну, Достоевский, мне кажется, это вообще не тот тип, к которому дважды возвращаюсь. Хотя есть любители. Может быть, кем-нибудь удивит.
Да. Ждем сиквел. Старуха вернулась с того света, такая, где бабки Раскольников? В Санкт-Петербурге я ходила, когда была, ходила из интереса, смотрела там, где Раскольников жил, и пыталась вычислить, где жила Соня Мармеладова. Я нашла эту квартиру, сопоставив с текстом, пришла к выводу, что это именно она должна быть. И в этом доме, там с переулка, если зайти, в подвальчике есть магазин «Старушка-процентщица». И там продается всякий мерч на тему Достоевского. Кто-то, видимо, тоже прочухал эту тему и такой, Ну, для туристов. нет, там на самом деле вот этот дом в путеводителях есть, что вот в этом доме жила Соня Мармеладова. И вот на втором этаже. Но я посмотрела на то, что вот с улицы, что предлагается, и пришла к выводу, что это вовсе не тот дом, не вот этот, который выходит углом на улицу, потому что квартира не та. Она там была у нее с тупым углом, а другой, значит, там четырехугольно, один угол тупой, а другой прям вот острый клинышком уходил, и там терялся где-то в темноте, но по тексту в романе. И я тогда пошла дальше. Вот он выходит на канал Грибоедова. Я пошла дальше, и этот дом заканчивается, и в створ к нему идет другой дом. И он тоже идет тупым углом, но этот тупой угол не видно. Там подворотня, закрыта воротами, но если туда заглянуть в подворотню, видно, что там как раз вот идет тупым углом. Я смотрю, вот, и как раз вот 2 окна, или 3 окна у них получаются, и как раз там получается вот такой острый угол. Так что я прям горжусь своей находкой. Маленькое расследование. Да, это увлекательно. Настя и Питер. Да. Удивительные находки, да, мы их не ждали. Ну, я просто очень люблю пешком ходить. Правильно, я тоже люблю ходить пешком, особенно в Вот Санкт-Петербурге. это вот смотреть и... Это хорошо. Хорошо поговорили. Спасибо большое за экскурс в Достоевского, в свои отношения к нему, да, и про сериал тоже. Ну, я так думаю, что оценки ставить не будем, нет смысла. Да. Чем? Все и так поняли, как поняли. Спасибо большое, что позвала. Было и очень интересно, как всегда. Да, поговорили про книжки. Не только про книжки, но еще и в сторону ушли. Спасибо тебе. Прекрасно. Было бы за что. Очень люблю говорить о литературе и об экранизации. Ой, я такой себе беседник с литературой. Не надо, нет, я уже ужасный. Мне нравится. Спасибо большое, что нас послушали и посмотрели. Выскажите в комментариях, что вы думаете про «Преступление и наказание». Читали ли вы его, смотрели и что именно смотрели. Может быть, в театр ходили. Я все равно жду кукольный театр, чтобы там была постановка «Преступление и наказание». Вот такой маленький кукольный топорик, который в гости сбивает куклу. Всего доброго, всем пока. Пока.